Калининград – самый западный город России, причем как географически, так и культурно. Сегодня в Калининграде не только чтят историю своего города, но и историю его примечательных жителей, таких как легендарный философ Иммануил Кант и ученик, известный писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Но даже биографии выдающихся личностей не смогут сравниться с уникальной историей этого города. Исторически Кёнигсберг состоял из трех независимых городских поселений – Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа. Позже эти названия получают и районы города. Самым главным символом Альтштадта, да и самого Кёнигсберга, является Королевский замок. Вершина замковой башни видна из любой точки города. Замок является хранителем закона, потому что в нем находятся государственные архивы. Здесь же располагается Серебряная библиотека герцога Альбрехта, основателя университета Альбертина. Но самое главное, замок является хранителем веры. Дважды в день с башни звучит хорал. Замковая кирха, путь в которую лежит через двор замка, настоящий венец мастерства архитекторов того времени. В ней проходит коронация первого прусского короля Фридриха I, хотя столицей прусского королевства был Берлин. В ней же коронуется Вильгельм I, будущий первый император Германии. Также в замке находится место захоронения королевы Луизы. В истории замка концентрируется история Кёнигсберга в целом. Немного восточнее Альтштадта находится более новый район Кёнигсберга – Лёбенихт. Главной достопримечательностью района является готический костел Святой Барбары. Костел – самое высокое здание района. Третьим Кёнигсбергским районом является заселенный остров Кнайпхоф. Среди домов на острове возвышается главная церковь города – кафедральный собор. По соседству с собором располагается здание университета Альбертина. Остров является центром богемной жизни. Заселенный бюргерами и застроенный роскошными жилищами, Кнайпхоф целиком и полностью представляет собой архитектурный памятник. Каждый фасад отличается от соседа декором и украшениями. На западе и юге от острова находятся портовые склады. Там хранятся колоссальные запасы дерева и зерна.
На востоке от Кнайпхофа, окруженный двумя устьями реки Прегель, находится остров Ламзе, застроенный жителями Кнайпхофа целым кварталом по-купечески роскошных домов. Острова соединяются с частями города мостами Кнайпхоф, лавочным зеленым потребом и кузнечным, Ламзе деревянным и высоким. Между собой острова соединяются Медовым мостом. Самым известным мостом является Зеленый. Он украшен арками и парадными фонарными столбами. Остался запечатлен процесс раздвижения моста. Мост, вместе с расположенной по соседству биржей, построенный в стиле барокко, образует замечательный архитектурный ансамбль. Издавна жители Кёнигсберга развлекались на досуге заката, как пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды. Многие пытались решить эту задачу, но никого это не получалось. Задача получила название «О 7 мостах». Решение находит выдающийся математик, член Петербургской академии наук Леонард Эйлер. На упрощенной схеме мы видим, что мостами соединяются 4 части города. Далее отмечаем части города буквами и показываем линиями все возможные варианты прохождения от одной части к другой. Линии Эйлер назвал ребрами графа, а буквами обозначил вершины. В ходе рассуждений математик приходит к выводу, что пройти по мостам, не проходя ни по одному из них дважды, возможно только в том случае, если хоть одна часть города будет соединена четным количеством мостов. Задача оказалась нерешаемой. 1724 год является самой главной датой в истории Кёнигсберга. Именно в этом году Альтштадт, Лёбнинг и Кнайпхоф объединились в один единый, цельный город – Кёнигсберг. Именно в этом году на свет появляется Иммануил Кант, величайший уроженец города за всю его историю. Будущий философ поступает в Кёнигсбергский университет и добивается там научной степени. На протяжении целых 15 лет Кант не изменяет родному храму науки, несмотря на то, что его приглашают к себе лучшие университеты Германии. Кёнигсберг чрезвычайно подходит для развития мудрости, и незачем куда-то ездить на ее поиски, отвечает Кант. Благодаря своему выдающемуся философскому труду «Критика чистого разума» Кант станет одним из самых известных и авторитетных философов Германии. В ту же пору, в 1776 году, появился на свет величайший писатель своего времени Эрнст Теодор Амадей Гофман. Прожив в Кёнигсберге первые 20 лет своей жизни, он получил образование в Альбертине, посещая лекции самого Канта, но в отношении к городу с философом он разошелся. Для Гофмана Кёнигсберг послужил скорее символом закрытости, закрепощенности и ограниченности человеческого общества. Да, Гофмана удручала обыденность и серость повседневного существования, и альтернативой этому суровому реальному миру был мир сказочный, с его безмерной фантазией и романтическими идеалами. В июне 1796 года Гофман покидает город.
В это время пожилой философ стал живой легендой Кёнигсберга. Кант подчиняет свою жизнь жесткому распорядку. Каждое утро он просыпается ровно без 5:05, и когда бьет ровно 5 часов, он садится за стол, выпивает 1 или 2 чашки чая. Затем следует процедура курения трубки. Он не изменяет своим предписаниям все последние годы своей жизни. Кант читает лекции всю первую половину дня, пока стрелка часов не показывает без четверти часа. Ровно в час Кант садится за стол, и ровно за минуту слуга приносит ему заранее приготовленный обед. После обеда он идет на небольшую прогулку, причем всегда доходит до крепости Фридрихсбург, которая находится на южном берегу Брегеля. По Канту местные жители всегда могли сверять часы. Шел он все время по одному и тому же маршруту, который горожане окрестили философской тропой. После чтения газеты в 6 часов Кант отправляется в свой кабинет. «Пережить катарсис, почти что найти Бога», размышлял Кант, смотря на замковую башню, которую было видно из окна университета. Умер Кант 12 февраля 1804 года и был похоронен у северо-восточной стены кафедрального собора, поближе к старому зданию университета, где прошла вся его жизнь. В 20 веке город становится туристическим центром. Население Кёнигсберга составляет 370 тысяч жителей. К власти приходит Национал-социалистическая партия. 3 сентября 1939 года в 9 часов Англия объявляет Германии войну.